Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Согласна, что не каждые ногти будут смотреться красиво, если их просто покрыть гель-лаком. Существуют короткие ногти, трапециевидные, деформированные, и покрытие будет только подчеркивать их недостатки. Для таких случаев существует техника моделирования. И способов создания и удлинения свободного края несколько. Без форм, при помощи типс, верхние формы или стандартные бумажные. Преимущество классических форм в том, что вы можете регулировать угол наклона шаблона и подставить их даже под самые узенькие или широкие ногти. Ну и, конечно, выполнить арочное моделирование или сложные экстравагантные формы. Предлагаю вам посмотреть моделирование салонного квадрата на короткие ногти. Это то, что чаще всего запрашивают клиенты. Рассмотрим технику подстановки форм, а также выполним несложный дизайн. Давайте приступать. Посмотрим на ноготки моей модели. Они короткие, вверх растущие, кутикула достаточно чувствительна. Сейчас я подготовлю ногти к наращиванию. Для этого я приподниму кутикулу, зачищу птериги при помощи алмазной насадки «Пламя» с красной насечкой. Убирать полностью кутикулу вы можете уже после выполнения моделирования или до, так как удобно вам. В моем случае кутикула чувствительная, поэтому срежу ее после наращивания. Необходимо тщательно убрать птериги, так как если его оставить, это может привести к отслойкам в зоне у кутикулы. Это самая распространенная ошибка. Приступаю к опилу свободного края. Его необходимо убрать полностью, для того, чтобы бумажная форма стала ровная и не падала вниз, не уходила вверх. Вы не поверите, но моделирование начинается уже с этого момента. Необходимо симметрично выпилить свободный край, тогда вам проще будет подставить форму. Обращайте внимание на точки ногтевого вроста, они должны быть на одном уровне. Не поднимайте одну точку ногтевого вроста выше, чем другую. Поверхность ногтя опиливаю мягкой стороной пилки 240 грит в одну сторону, слева направо, длинными движениями. Вся поверхность ногтя должна быть заматирована без каких-либо глянцевых участков. Если останутся глянцевые участки, это также может стать причиной отслойки материала. Не перепиливайте сильно поверхность ногтевой пластины. Запомните, чем тоньше ногти, тем хуже будет держаться искусственный материал. Перед подстановкой формы наношу необходимые препараты. Это дегидратор глубокого действия, бескислотный праймер, улучшающий сцепку с ногтевой пластиной, действует как двусторонний скотч, и базовый гель для твердых систем. Такая тщательная подготовка обеспечит прочное сцепление и минимальную вероятность отслоения материала. Дегидратор наношу быстро на всю ногтевую пластину. Ничего страшного, если вы попадете на кожу. А вот праймер наношу тонким слоем, ни в коем случае не попадая на кожу. Дала немного времени испариться праймеру и теперь наношу тонким втирающим слоем базовый гель. Вы его можете попробовать заменить на базу для гель-лака, но обязательно протестируйте на носибельность. Отправляю в лампу на просушку на 1 минуту. Лампа у меня мощная, гибридная, ультрафиолетовая плюс LED. Приступаем к подстановке формы. У моей модели небольшая длина натурального ногтя, соответственно, длина свободного края не может ее превышать, иначе это будет просто неносибельно, она их быстро может сломать. Будем выполнять моделирование формы мягкий квадрат. А значит, что формочка у меня должна идти под небольшим наклоном вверх. Поскольку у моей модели натуральные ногти и так приподнимаются вверх, соответственно, в данном случае я форму буду ставить ровно. Сейчас можно увидеть, что есть зазоры между формой и точкой ногтевого вроста. Это говорит о том, что мне необходимо вырезать форму посередине.
вырезаю вглубь на то расстояние, которое у меня между точкой роста и формой, то есть приблизительно где-то на 1,5-2 мм. Снова подставляю в скрученном состоянии, смотрю, что теперь у меня нет зазоров. Ножничками либо своими пальчиками отмечаю, где находятся точки ногтевого вроста. Снимаю форму, делаю насечки по диагонали вниз и вырезаю в бок большое ушко, так как валики у моей модели ярко выраженные с одной стороны и с другой. Посмотрите, у меня получился вот такой медвежонок, или ушки Микки Мауса, также их еще называют. Это необходимо для того, чтобы форма у меня обогнула пальчик и встала по ширине натурального ногтя. Посмотрите на вид сбоку. Теперь боковые валики не мешают моей форме встать хорошо так, как надо. Склеиваю ушки формы четко друг к другу и подставляю форму к ноготку. Регулирую наклон шаблона. При виде сбоку смотрю, чтобы форма не падала вниз и высоко не была задрана вверх. Устанавливаю нужный угол, закрепляю задние ушки плотно. В форме квадрат должно быть хорошее расстояние между верхними ушками. Это говорит о том, что я поставила форму правильно. Если ушки слепились друг с другом, это говорит о том, что форма упала вниз, и ногти будут выглядеть клюющими. Отворачиваю руку от себя и смотрю на симметричность подстановки формы, чтобы центральная линия была четко по центру кутикулы и являлась продолжением центральной оси пальца. И только после этого я могу обжимать свою форму, заужая ее под пальчиком клиента. При виде сверху вы должны видеть трубочку. Боковые стенки не заужаются. В этих местах не должно быть объема, ширины, иначе ногти получатся раскрытыми. И давайте посмотрим вид сбоку. Небольшой подъемчик формы вверх. Если поставить палочку и наметить новый апекс, то я вижу, что на двоечке палочка соприкасается с формой. Это говорит о том, что форма у нас подставлена правильно и не будет излишней толщины на свободном крае. Нам не придется ее выпиливать изнутри. Запомните, чем короче ногти, тем выше будет угол наклона поднятия формы. Для формирования подложки использую густой гель-желе. Он удобен тем, что вы можете выполнить выкладку сразу на несколько ногтей. Можно использовать и более жидкую консистенцию гелей, но тогда необходимо будет работать по одному ноготку. В моих планах подставить сразу несколько форм, быстро выложить подложку, для того, чтобы материал не растекался. Набираю небольшую каплю геля-желе, выкладываю на свободный край. Вытягиваю необходимую мне длину и увожу материал в бок, формируя боковые стенки. Тщательно закладываю точки ногтевого роста. Подложка не должна быть очень толстой, буквально 0,5-0,7 мм в толщину. И слежу за ее равномерностью. Кистью не продавливаю гель-желе, могут образоваться борозды. Смотрю в торец на равномерность подложки, слежу, чтобы нижние параллели были на одном уровне. И отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Если у вашего клиента очень широкие ногти, и вы хотите, чтобы визуально они чуть-чуть подзаузились, вы можете на этом этапе поджать подложку. И, например, поставить прищепочку сверху для фиксации. Если у клиента хороший изгиб натуральной ногтевой пластины, то нет необходимости поджимать подложку и ставить прищепки. Я очень аккуратно выкладываю подложку.
Сразу выкладываю нужную мне длину, слежу за равномерностью материала. Все это позволит в дальнейшем сократить время на опил. Обязательно сравнивайте длину между собой, чтобы впоследствии у вас ногти не получились разные по длине. Средний ноготь у нас очень широкий. Хорошенько поджимаю в точках ногтевого роста, не давите натуральную ногтевую пластину. Прищепочку ставлю также на свободный край. Никакого дискомфорта клиент не должен ощущать. Если ему неприятно, больно, это говорит о том, что вы попали на кожу, либо сильно зажимаете ногтевую пластину. Опустите прищепочку чуть ниже. И отправляем с прищепкой на просушку на 30 секунд. Подставила шаблоны на 2 ноготка, выкладываю материал гелем-желе и отправляю в лампу на просушку. Средний палец уходит в сторону, поэтому форму ставлю не так, как мне удобно, а выравнивая центральную ось. Моделирующий слой буду выполнять уже при помощи более жидкого геля. Вы можете как оставить бумажные шаблоны, так их и снять. Тонким слоем промазываю всю поверхность ногтевой пластины, набираю достаточно крупную моделирующую каплю, ставлю ее на ноготок, распределяю у кутикулы, боковых стенок. На свободный край практически не перетягиваю материал. И длинными движениями слева направо распределяю гель. Можно перевернуть руку клиента для того, чтобы апекс был сформирован правильно. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. После этого также подожмем моделирующий слой. Снимаю бумажную форму вниз. Зажимаю обратно пинцетом в точках ногтевого роста и ставлю фиксирующую прищепку. Если вы боитесь, что объемный слой геля не просохнет в вашей лампе, вы можете выполнять в 2 этапа. Более тонкий слой и моделируем апекс. Выкладку можно делать и без переворота руки. Я таким образом буду минимизировать процесс опила ногтей. Смотрю на вид сбоку. Должен быть плавный подъем на наивысшую точку и от апекса прямая до свободного края. На тех ноготках, где у меня недостаточно выраженный апекс, добавлю материал. Именно апекс и толщина материала на стрессовой зоне отвечают за носибельность. Нам важна не толщина ногтей в торце,
а правильно выстроенная архитектура. В таком случае ногти не будут ломаться у клиента. Мы закончили с выкладкой, снимаем липкий слой. Выполню опил. Сначала свободный край, боковые стенки. Поворачивая пальчик на бочок, нижние параллели. Они должны быть у нас параллельно центральной оси пальца, от точки ногтевого роста не опускаться вниз и не задираться вверх. Поворачиваю палец на другую сторону и также опиливаю нижнюю параллель. После этого зона у кутикулы. Сглаживаю всю поверхность ногтя в одну сторону. Толщина ногтя в торце должна быть 0,5–0,7 мм. Если мы будем покрывать гель-лаком, соответственно, более тонкая толщина. Если бы мы нарисовали френч или просто покрыли топом, то 0,7 мм. Носибельность ногтей обусловлена правильным построением архитектуры. Наивысшие точки, прямая линия, продольный изгиб и поперечный изгиб. Можно производить опил и конвейерным методом. То есть сначала на всех ногтях длина, затем на всех ногтях правая боковая стенка, левая и так далее. Я засекала на самом деле не принципиально, что вы будете опиливать по одному ногтю, что вы будете работать конвейером, время выходит одинаковое. Забавлю поверхность шлифовщиком с абразивностью 100 на 180 грит. После того, как смоделировала ногти и их опилила, возвращаюсь к кутикуле и срежу ее при помощи насадки шар. Обезжириваю ногтевую пластину, приступаю к покрытию и дизайну. Моя модель в восторге от работы, так же как и я. На мой взгляд, получилось отличным преображение таких ручек. Напишите в комментариях, как считаете вы. Надеюсь, благодаря видео вы сможете без проблем подставлять формы и моделировать ногти. Желаю успеха в работе. Пока-пока!